Гросс Вольдемар 2. Спасибо, Вячеслав. Просто спасибо. Иногда постигает удушающее чувство презрения к окружающим. Заниматься живописью в последний месяц сил стало, да почти не стало. Стабильность в бессилии, в безысходности. Зачем все это? Кому это надо? Ведь это не снаряд и не танк. Благодаря редкой встрече с людьми вроде вас сил прибавляется. Пойду помолю, пока прилив сил. Ну, что делать, Вальдемар? Мы живем среди, мягко скажу, неосознанных людей. Мы не выбирали, где родиться, в каком мы троллейбусе едем. Вот есть общество или отсутствие общества, есть разного возраста души. Есть совсем юные, несмотря это к возрасту не относится. Возраст души не имеет возраста такого физически, временного, ну, как я это понимаю. И есть, несмотря на пожилой возраст, есть очень юные души. Ну, что ж поделаешь. Мы рядом. Понимаете, в чем дело? Тут вот папа мой, например, да, не любил, сильно не любил евреев. Ну, людей там другой национальности. Ну, вот никакие убеждения, что Иисус вообще, по-твоему, как? Он откуда? Ничто не убеждало. Вот просто нелюбовь патологическая какой-то, я не знаю, с детства, с юности, ну, с юности скорее, да, длиной во всю жизнь. Но это мне не помешало с ним общаться и находить точки соприкосновения по другим поводам. И это мне не мешало любить его, такого, какой он есть, и любить, как я могу. Я к чему это все говорю? Да, сложно писать сейчас, практически невозможно. Но вы пишете, что кому это надо? Да нам это надо. Мне это надо. Мне. Если я озабочусь ростом своего сознания, своей души, этого будет достаточно. Спаси себя, и этого будет достаточно, как кто-то говорил, Мамонов, по-моему. Дорис Ар. Извините, но не соглашусь насчет булочек. Речь шла о том, что девушка писала мне недавно, что не может ходить на занятия, потому что там сталинист, человек, преподаватель. А я говорил о том, что ну, вы ходите в магазин продуктовый. Ну, может быть, с булочной не очень хороший пример, хотя я потом поправился. Просто в продуктовый, вот супермаркет. Один он на деревне, нет, например, вот в сельпо. Один магазин. Ну что, зубы на полку вешать, что ли, если там продавщица какая-то, сталинистка? Не ходить за рисом? Или, ну, рис мы не сможем вырастить. Или что, вот, всю жизнь положить на то, чтобы рис выращивать у себя в огороде? Или ограничиться только картошкой и помидорами? Ну, водку-то надо купить. Или самогон будем гнать. Ну, не очень он вкусный, кстати. Не каждый любит самогонку. Я пробовал. Это что-то какое-то жуть. Но это было очень-очень давно. Может быть, не ту налили? Табуретовку какую-то. Ну так вот, Дорис Ар. Все взаимосвязано. Особенно, когда речь идет о нашем человеческом духе. Вы сами об этом говорили в прошлом, поэтому и слушаю вас каждый день с уважением. Да, конечно, взаимосвязано. Но единственное, что нет другого магазина. Что с этим делать, Дорис? Вот в деревне. В райцентр ехать 15 километров каждый день. Пешком ходить, например. Там тоже есть возможность нарваться на подобных. Ну, разрулите эту ситуацию. Что вы делаете? Вот, что бы вы делали, если бы оказались в подобной ситуации? Буратино, золотой ключик. Масло очень сложно писать четко. Прямо сразу за один день. Знаю, что рисовать четко можно после просушки. И потом еще накладывать масло слой за слоем, как на бутерброд. Да? И еще колбаску сверху, да, с огуречком. С огурчиком. И несколько за слоем, и несколько просушки, как словно многослойной живописи, фламандской живописи, техника живописи от старых мастеров в эпохе Возрождения, это в скобках, чтобы понятно было о чем. Такой живописи
очень приятно смотреть. Ну и хорошо, смотрите, пожалуйста. А потом, ну что значит четко писать? А что такое четко? Буратино и еще золотой ключик. Каждый мазок, что ли, по линеечке? Или прям вот до каждой волосиночки абсолютно точно? А вы знаете, что когда, например, один вот пишешь лицо, например, раз, и оно заползло туда, за горизонт, куда-то туда. Это создает, или, например, какой-то фон там сюда въехал. Это создает связь, создает ход такой творческий. Может быть, вам в вашей живописи понравится такое хулиганство. Вообще живопись любит очень дерзких, таких вот хулиганистых людей. Но это мой вкус, я же не навязываю. Фламандская живопись, конечно, четкая. Но я люблю некоторую нечеткость. Вот говорят же какое-то вот слово какое-то нечеткое, но оно как-то скрашивает в разговоре с мужиками, скрашивает как-то вот единство получается. Вроде бы нечетко. Так и в живописи. Какое-то слово, мазок какой-то из другого теста, из другого разговора, он помогает как-то объединить вот эту всю красоту. Красота получается. У Коровина, посмотрите на вот эту нечеткость. Конечно, это не Соломон и Яков Рейсдал, или там Рейсдаль, или Боттичелли и так далее. Но мир идет вперед, развивается, и художник не может стоять на месте и изучать с микроскопом, писать только так, как писали фламандцы. Ну, нравится, например, мне Лещ Левченко, например. И люблю, например, я его сильно люблю слушать. Да упаси меня Господь от этого. И что же мне, вот на концерты ездить в каждый концерт, когда он выступает? Нет, я включу, вот, например, запись на компьютере, на магнитофоне и слушаю себе этого задорного такого певца под подушкой, чтобы никто не слышал, чтобы никто не напугался. А потом кто-то раз включил, например, Михайлова некого. Мир вообще перевернулся. И вроде и в концерт не обязательно ехать, в записи достаточно, чтобы насладиться. Олег Фурманов, скажите, они придумали еще способ избавиться от прожухлости, не сделав работу глянцевой, не сделав. Придумали способ. Грунт нужен тянущий. Вот я очень люблю, Олег. Водоэмульсионкой покрыть, проклеивается, как обычно, да, желатином, и водоэмульсионной краской. Сейчас она называется латексная водно-дисперсная краска. И все туда втягивается. Сплошная прожухлость. То есть матовая живопись. Нет такого, что что-то глянцевое, что-то не глянцевое, а все ровное, матовое, очень красиво. С любого угла смотришь на картину, она не бликует, а цвет сохраняется очень насыщенный, связующий очень хорошее, связывается, потому что излишки масла из краски проникают в холст, в грунт и связывают его намертво. Не отколупнешь. Я пробовал мастихином что-то там снять застарелое, до дырки, прям до холста все сдирается. Но это один случай. А второй случай, это когда вы используете лак матовый. Сейчас столько лаков хороших завезли в передвижник. Так что вы поговорите там с менеджером, и вам посоветуют спокойный такой матовый лак. Не будет ничего блестеть, и жухлость уберется. Антикризисное, поддерживающее художников, студентов предложение пакетное, 3 урока базовых. 1, 13, 28, очень самые основные, самый вообще фундамент для того, чтобы понять, как мыслит художник, как он сочиняет композицию, как он работает с перспективой, с 25% скидкой в моей онлайн-школе до 15 апреля. Заходите.